Космос всегда манил человечество своей загадочностью и неземными тайнами. Он кажется далеким и недоступным, однако его частички можно найти на нашей родной планете — Земле. Каждая находка порождает множество вопросов о том, что происходит за пределами нашего мироздания. В свете этого ряд объектов и артефактов, найденных в различных уголках мира, вызывают огромный интерес и множество вопросов. Эти артефакты открывают перед нами новые горизонты и заставляют задуматься о том, как сильно наше понимание истории и развития цивилизации может быть ограничено. В этом материале мы подробно рассмотрим множество загадочных объектов, их историю и возможные связи с внеземным происхождением, а также причины, по которым они продолжают волновать умы ученых и искателей истины. Статуи Моаи. Тайны острова Пасхи. На острове Пасхи, в южной части Тихого океана, находятся 887 статуй Моаи, созданных аборигенами Рапануй. Эти величественные статуи являются не только памятниками древней культуры, но и представляют собой высокое искусство, выполненное с большой внимательностью к деталям. Статуи, изготовленные из индезиттового базальта, имеют впечатляющую высоту от 3 до 5 метров, и они по сей день удивляют исследователей своим размером и мастерством. Местные жители верят, что статуи являются духами предков, окружающими остров, и что они приносят благословение, обеспечивая плодородие их земли. Кроме того, каждая статуя хранит в себе уникальную историю, и современное понимание этих статуй продолжает углубляться по мере того, как все больше исследователей изучают их культурное значение и влияние на жизнь коренных народов. Крепость Саксайуаман. Феномен инженерной мысли. Крепость Саксайуаман, расположенная недалеко от Куско в Перу, известна своими зигзагообразными стенами, которые нарушают привычные представления о крепостных сооружениях. Строительство этой грандиозной конструкции длилось с 1438 по 1508 год и потребовало колоссальных усилий. Более 30 тысяч человек работали над тем, чтобы возвести этот монумент, изготавливая стены из огромных камней, многие из которых весили до 350 тонн. Технология строительства Саксайуаман до сих пор остается предметом споров и обсуждений, ведь никакие современные технологии не могли бы равняться с тем мастерством, проявленным инками. Исследования показывают, что принципы, использовавшиеся при строительстве, могли быть утеряны или даже заимствованы у внеземных цивилизаций, что подогревает интерес ученых и уфологов. Эти процессы и методы, которые, возможно, не имели аналогов в других культурах, вдохновляют глубокие размышления о возможностях среди древних жителей, которые могли обладать знаниями, не дошедшими до нас. Фуэнте. Магна. Загадка древности. Фуэнте Магна — это уникальный керамический сосуд, обнаруженный в Боливии, который привлекает внимание своим необычным дизайном и загадочными надписями. На сосуде изображены рисунки и надписи, выполненные на 2 неизвестных языках, тексты которых до сих пор не удается расшифровать. Этот сосуд хранится в Музее драгоценных металлов в Ла-Пасе и продолжает оставаться объектом споров и загадок среди ученых, языковедов и историков. Многие теории возникают вокруг его происхождения и предназначения, ведь его форма и украшения могут указывать на наличие высокоразвитой культуры с детализированными ритуалами и верованиями. Каждый новый взгляд на Фуэнте Магна открывает новые измерения понимания культуры, которая однажды процветала, и оставляет много неотвеченных вопросов о наших предках и их связи с миром вокруг них. Камни.
Дропа. Легенды и мифы. Обнаруженные в 1938 году в Китае, камни Дропа содержат иероглифы, которые, согласно некоторым исследователям, могут рассказывать о внеземной цивилизации, что добавляет дополнительные слои значимости к этому артефакту. Однако в свете новых открытий история этих камней была оспорена, когда они были признаны мистификацией. История камней интересна и тем, как они вызывали волну споров и теорий среди научного сообщества, и в конце концов исчезновение дисков из Пекинского университета стало дополнительным подтверждением их сомнительной подлинности. Тем не менее, даже несмотря на эту мистификацию, камни Дропа продолжают вдохновлять множество мифов и теорий заговора, рождая идеи о том, как в древние времена могли существовать контакты между землянами и пришельцами. Эти идеи остаются животрепещущими и вызывают интерес у людей, стремящихся разгадать загадки, которые могут открывать нам новые горизонты понимания. Розуэльский инцидент. Тайна, заставившая говорить всю Америку. В 1947 году гражданин Розуэлла, Нью-Мексико, фермер Виви Макбзел, стал свидетелем странного явления. Он увидел взрыв и обнаружил обломки в поле, которые первоначально принял за обломки летательного аппарата. Но после того, как он сообщил о находке шерифу, началась цепь событий, которой суждено было стать одним из самых обсуждаемых инцидентов в истории. Полковник ВВС Уильям Бланшер заявил, что обломки принадлежат метеозонду, и все это стало причиной масштабной дезинформации и слухов. Противоречия и споры о том, что произошло на самом деле, породили множество теорий, и в конечном счете этот инцидент стал символом поиска пришельцев и настоящего сокрытия информации о них. Обсуждение Розуэльского инцидента продолжает интересовать как исследователей, так и журналистов, подливая масла в огонь теории заговора, ставших неотъемлемой частью популярной культуры и современных дискуссий о внеземных формах жизни. Балтийская аномалия. Работа загадок науки. В 2011 году шведская компания OceanX, занимающаяся поисками затонувших кораблей, обнаружила в Балтийском море странный объект, который на первый взгляд напоминал космический корабль. Объект имеет правильную геометрическую форму, что ставит под сомнение его естественное происхождение. Ученые высказывают различные версии о природе данной находки, расценивая ее как базальтовую породу, однако многие ученые, а также охотники за сокровищами продолжают исследовать это загадочное образование. Вопрос о его истинной природе остается открытым, и множество исследователей, а также любителей загадок продолжают изучать этот интересный объект. Его необычные характеристики, такие как структура и прочность, вызывают дополнительные дискуссии о том, возможно ли, что Земля скрывает в своих недрах не только тайны прошлого, но и свидетельства о внеземной жизни. Череп звездного ребенка. Загадка генетики. В 1930-х годах в мексиканской пещере был найден череп с необычной формой, что привлекло внимание многих исследователей и ученых. После того, как череп попал в руки исследования на более позднем этапе, в 1988 году исследователь Ллойд Пайя предположил, что это мог быть череп гибрида человека и пришельца, что добавило еще один слой к загадке, окутывающей данный артефакт. Однако с тех пор новые исследования показали, что череп принадлежал мальчику с генетическими отклонениями, что фактически опровергло идею о внеземном происхождении. Эта история поднимает множество вопросов о том, как восприятие необычного может приводить к формированию теорий о внеземных существах и контакте с ними. В конечном итоге эти исследования вдохновляют нас задуматься о том,
каковы истинные границы человечества и как наше восприятие может меняться со временем. Метеорит из Антарктиды. Следы жизни на других планетах. В 1984 году в Антарктиде был найден метеорит, который, по предположениям ученых, вероятно, упал с Марса. Этот метеорит стал предметом серьезного изучения и обсуждений среди астрономов и биологов. В 1996 году группа исследователей наткнулась на окаменелости, напоминающие следы бактерий, что вызвало бурные дискуссии о возможности существования жизни на Красной планете. Эта находка добавила еще одну страницу в книгу пока не прочитанных секретов, которые может хранить космос, и наделила исследователей надеждой на то, что будущее может предоставить более убедительные доказательства о присутствии жизни не только на Земле, но и на других планетах. Эти глубокомысленные дискуссии о метеорите из Антарктиды продолжают решать вопросы о космических возможностях и эволюции жизни, о которой человечество только начинает осознавать, а каждая уловка может привести к замечательным открытиям. Оумуамуа. Космический заслон или нечто иное. Объект Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, подвергся не только научным исследованиям, но и широкой общественной дискуссии. Он был классифицирован как астероид с необычной сигарообразной формой, и его траектория движения, вошедшая в гиперболу, была как основанием для обсуждений, так и предметом споров. Объект менял яркость и показывал необычные характеристики, которые вводят в заблуждение даже опытных ученых. Некоторые уфологи предположили, что это может быть космический корабль пришельцев, однако большинство исследователей склоняются к мнению, что это просто естественный космический объект. Переосмысление Оумуамуа и его характеристики вдохновляют научное сообщество исследовать пределы нашего понимания и могут открывать новые перспективы в поиске внеземной жизни, заставляя нас задаться вопросом: что еще действительно может скрываться в недрах космоса? Мегалитический комплекс Пума. Пунку. Свидетельство древних знаний. Комплекс Пума Пунку в Боливии, датируемый 1500 годом до нашей эры, сооружен с такой невероятной точностью, что его строительство по-прежнему вызывает удивление и восхищение. Этот мегалитический комплекс, о котором говорят как об одном из величайших достижений древней архитектуры, привлекает внимание благодаря своим огромным камням, которые были перемещены на большое расстояние и обработаны с помощью методов, которые до сих пор остаются загадкой для современных ученых. Исследования показывают, что камни укладывались таким образом, что не требовалось использование раствора, что ставит перед нами множество вопросов о технологиях, имеющихся у древних строителей, и фактическом уровне их знаний о механике. Этот комплекс часто связывают с внеземными цивилизациями из-за трудоемкости и сложности его постройки, и этот интерес приводит к новому вниманию к тому, как человечество использует свои знания и ресурсы для создания архитектурных чудес. Удивительный исторический контекст и технологии, которые могли быть утеряны или не задокументированы, открывают широкие горизонты для исследований и возможностей, которые могут привести к разгадкам древних технологий, которые могли существовать в наше время. В заключение, каждое из этих открытий — это не просто артефакты, но ключи к пониманию нашего места во Вселенной. Несмотря на то, что многие из них порождены сомнениями и спорами, они внушают надежду на то, что мы сможем разгадать еще больше тайн, которые космос скрывает от нас. В конечном счете, поиск ответа на эти вопросы может стать намеками на наше возможное будущее в этом огромном и загадочном универсуме. Если мы продолжим исследовать и задавать вопросы, то, возможно, однажды сможем найти соединение между нашей историей и будущими контактами,
что, безусловно, только обогатит наше понимание всего, что связано с жизнью и существованием в космосе.